Уважаемые родители, добрый день всем! Итак, сегодня мы оцениваем общительность ребенка. Первое полугодие жизни. И к концу 6 месяцев мы понимаем, что у ребенка возникает потребность к общению. Прежде всего со своими, с родителями, с мамой, с папой, с близкими. Когда он их видит, он тянет ручки вперед. Когда мама подходит, он ей улыбается, возникает лепет, певучее гуление. Лепет превращается в цепочки, и ребенок выражает радость. Либо улыбается, либо хохочет. При появлении же чужих у него будет испуг, либо наоборот, не проявляет каких-то положительных эмоций, то есть уже различает своих и чужих. К концу же первого года ребенок начинает проявлять большой интерес к познавательной деятельности. Это прежде всего предметно-манипулятивный. То есть ребенок берет предмет и бросает, смотрит, как он упадет, какое действие совершает предмет. То есть он может погреметь, постучать этим предметом, рассматривает долго игрушку, фиксирует взгляд. Здесь уже появляется реакция на собственное имя, ребенок откликается, идет на просьбу, положительно реагирует на взрослых. Это период общения, да? То есть ребенок любит своих, тянется к своим, к родным, пытается проявить интерес и привлекает внимание родителей. Именно этот период считается беспокойным, да, потому что ребенок всячески старается, чтобы родитель как можно больше находился с ним. Ведь это кризис с первого «я», поэтому ребенок здесь стремится к самостоятельности. Второй период – это период после года, и важной ее задачей является показать общение, да, то есть при общении ребенок уже пользуется мимикой, пользуется жестом, называет это словом, реагирует голосом, в том числе и криком, он может негативно реагировать, кричать, радуется успеху и может плакать на запрет, но он должен понимать, слово нельзя. Итак, задачи с года до 1,5 лет научить ребенка кушать, есть самостоятельно, пить из кружки. Значит, дальше ребенок уже может чиркать карандашом. Значит, у него есть указательный жест. Игра носит предметно-манипулятивный характер. Что это такое? Взяли машинку, покатали. Взяли куклу, покачали. Взяли Мишу, покормили. То есть это как раз является такая сюжетно-ролевая игра. И что развивается? Понимание речи. Принеси машинку, принеси Мишу, покажи носик, покажи глазки. Дальше понимание смысла, да, действий, то есть открой дверь, закрой дверь, пусти, да, то есть понимание сюжетной игры. И задачи из этого периода у родителей складываются в нахождении рядом. То есть эти игры ребенок должен проделывать с родителями, что развивает его способность коммуницировать, общаться. И, конечно же, здесь важным подспорьем являются различные пособия и игры на развитие ребенка. Дальше, к концу 2-го года появляются фразы, то есть это речь из 2, 3, 4 слов. «Мам, пойдем гулять», «Пап, дай пить», обращение, да, к своим. И дальше ребенок может по образцу собрать уже картинку, собрать пазлы. В деятельности появляются сложные виды деятельности, то есть ребенок уже ест, но аккуратно, пользуется носовым платочком, значит, есть привиты навыки опрятности, может частично одеваться сам. И самое важное здесь идет, что может повторять за родителем, то есть какое-то разученное ранее действие мы можем повторить или повторить какую-то фразу услышанную, то есть развивается кора. И первая речь, которая к нам приходит, это речь автоматизированная. До 3 лет мы говорим автоматизированной фразой. Может быть, даже этой фразой, которую где-то услышал в мультфильме. Итак, важным этапом развития является общение. Поэтому, если на каком-то этапе общения задержанное, ребенок недопонимает, не говорит, не выполняет инструкции, то это является поводом к обращению к врачу-неврологу, чтобы заранее заняться профилактикой задержки речи. Спасибо за внимание.